Здравствуйте, друзья! Как и у многих из вас, у меня был составлен список желаний к большим распродажам, которые традиционно проходят 11.11 и в последнюю пятницу ноября, так называемую Черную пятницу. Одним из пунктов этого списка была замена моего старенького робота-пылесоса на что-то более актуальное, конечно же, с интеграцией в умный дом. И благодаря подсказке от моего друга я таки совершил задуманное, остановив свой выбор на модели Lidstro R1, который полностью соответствовал моим ожиданиям, даже немного больше. В локальном магазине нашлась очень интересная цена – 9999 гривен, что на момент покупки составило примерно $367. Это дешевле, чем на AliExpress. Плюс бесплатная доставка за пару суток и местная гарантия. Свои первые впечатления от обновки я и хочу рассказать в этом обзоре. Модель Lidstro R1. Тип моющий робот-пылесос, станция самоочистки. Интерфейс управления Wi-Fi 2,4 ГГц. Мощность всасывания 2700 паскалей. Мощность двигателя 50 Вт. Мощность двигателя станции очистки 1000 Вт. Емкость контейнера для пыли 200 мл. Емкость контейнера для воды 250 мл. Система навигации LDS. Построение карты, уборка по зонам, виртуальная стена. Емкость аккумулятора 5200 мАч. Время работы от одного заряда 150 минут. Площадь уборки от одного заряда до 250 квадратных метров. Уровень шума 55 дБ. Система управления Lidstro Mi Home Assistant. Заказ прибыл на отделение почтовой службы. В моем случае так было удобнее, чтобы не подстраиваться под курьера. Но я несколько опрометчиво решил зайти за посылкой своим ходом. Хотя до дома мне было идти минут 10, коробка довольно большая и тяжелая. Знал бы заранее, не поленился бы заехать на машине. Под пленкой находилась первая наружная коробка из переработанного картона. Она несет защитную функцию. Тут указано название производителя, есть отметка о том, что устройство имеет литий-ионный аккумулятор. Внутри нее находилась вторая, уже красивая коробка с цветной полиграфией. Фото пылесоса со станцией, перечень содержимого, QR-коды на скачивание оригинального приложения Mi Home. Защита не ограничивается двумя коробками из довольно толстого картона. Внутри находятся дополнительные защитные блоки, так что за транспортировку можно совершенно не беспокоиться. Инструкция в комплекте весьма объемная, но всю читать ее не надо, так как она дублируется на нескольких языках, русском в том числе. Но вот раздел на своем языке прочитать несомненно стоит, лишним не будет. А вот и комплект поставки, все как описано в упаковочном листе. Забегая вперед, скажу, для эксплуатации этого робота-пылесоса понадобятся некоторые расходники. Ссылки я оставлю в описании под видео. В частности, к расходникам относятся одноразовые мешки для мусора, которые устанавливаются в станцию самоочистки, которая, по сути, является тоже пылесосом. Изначально их в комплекте 7 штук, чего точно хватит на пару-тройку месяцев. Моющая панель с установленной многоразовой тряпкой из материала, похожего на микрофибру. Такая тряпка только одна в комплекте, они тоже продаются. Еще в комплекте 30 одноразовых тряпок-салфеток для мытья полов. Пока не готов сказать, насколько рационально их использовать, но я уже заказал, кроме мешков для мусора, еще и десяток многоразовых тряпок. Начну с станции самоочистки. Как раз она и является тем самым немного больше моих ожиданий к роботу-пылесосу, о котором я упомянул в начале обзора, так как изначально у меня такого требования не было. Снова забегая вперед, скажу, что пылесборник она чистит замечательно, но центральную щетку все равно придется очищать вручную. Тут расположены эко-датчики, которые помогают роботу-пылесосу зайти, так сказать, на глиссаду и подключиться к контактам зарядки, а отверстием контейнера к соплу пылесоса самоочистки. Сверху станции находится крышка, она открывается вручную. Станция при этом становится похожа на мусорное ведро. Тут находится мешок для сбора пыли. Принцип ровно такой же, как и у обычных пылесосов с мешками. На каждом мешке находится стыковочный карман из плотного картона, который при помощи пазов станции плотно соединяется с воздуховодом, через который в него поступает пыль. Объем каждого из мешков 3 литра, то есть его должно хватить на 15 полностью заполненных контейнеров для мусора. Насколько времени будет хватать реально, зависит, конечно, уже от площади, чистоты помещения и частоты уборки. Сзади находится удобная катушка для кабеля питания, кстати, он с нормальной европейской вилкой, так что не будет проблем, куда убрать лишнюю длину после подключения к розетке. Еще стоит упомянуть, что по бокам и впереди станции желательно соблюсти указанное в инструкции свободное пространство. Эта модель доступна в двух цветах, белом и черном. Как несложно догадаться, я выбрал белый цвет, так как-то привычнее.
Конструкция робота, можно сказать, классическая для модели с ЛДС лазерным позиционированием. Вот эта надстройка сверху и отвечает за работу навигации устройства. Красная крышка с отверстиями внутри нее вращается при работе робота, обеспечивая круговой обзор. Сверху также находятся кнопки управления, их две. Та, что с домиком, возврат на подзарядку, вторая питание. Нажатие любой из них во время уборки ставит робот на паузу, удержание обеих одновременно сбрасывает настройки Wi-Fi. А вот кнопка полного сброса Reset находится сбоку, и чтобы нажать ее, понадобится скрепка. Как по мне, это правильно для того, чтобы избежать случайного нажатия. Посмотрим, что у него на рабочей стороне. Важный момент, когда вам нужно перевернуть робота, не кладите его на датчик навигации, чтобы не повредить его. Можно, например, использовать комплектную защитную вкладку, в таком случае давление на датчик отсутствует. Основную чистящую функцию выполняет центральная щетка, она и загребает мусор непосредственно в контейнер. К сожалению, станция самоочистки не может очистить и ее, так что это придется делать вручную, особенно если у вас есть домашнее животное. Для этого в комплекте есть специальный скребок. Пропускать очистку щетки я бы не рекомендовал, чем чаще это делать, тем быстрее и легче будет с нее снять намотанные волосы и шерсть. Боковая щетка нужна, чтобы направить пыль к центральной щетке. Она позволяет роботу убирать даже в довольно труднодоступных местах. Однако стоит заметить, что робот сможет добраться не до всех закутков и углов, только тех, куда влезет по габаритам. Съемный контейнер универсальный. Некоторые моющие роботы-пылесосы используют для пыли и воды разные контейнеры. В этом случае тут все в одном. HEPA-фильтр тоже съемный и сменный. Менять его можно по мере загрязнения, на AliExpress они есть. Кстати, часть для сбора пыли можно время от времени мыть водой. Сбоку находится герметичный клапан, куда нужно заливать воду. Конструктивно емкость для пыли находится в середине контейнера, а емкость для воды вокруг него. Для мытья полов используется специальная насадка, к которой крепятся тряпки. Кстати, запасные насадки тоже можно приобрести отдельно. Многоразовые тряпки крепятся в специальный паз с одной стороны, а также на липучки, находящиеся на насадке. Одноразовые салфетки только на липучке. Насадка устанавливается и защелкивается под контейнером, с нижней части которого находятся форсунки для воды. Робот умеет определять, установлена насадка или нет. Без нее пытаться мыть пол он не будет. Еще один момент. Режим уборки пыли и мытья полов можно совмещать, ведь контейнер универсальный. Но можно и просто запустить мытье полов без сбора пыли. Подключим зарядную станцию к сети и перейдем к изучению функций и испытаниям робота. Включаем питание и ждем, пока робот загрузится, и обе его клавиши не начнут мерцать желтым. После этого жмем на домик, чтобы робот отправился на зарядку. Язык по умолчанию английский. Робот определяет, где находится станция, поворачивается к ней контейнером с контактами зарядки и паркуется. Я не вижу смысла в установке родного приложения, так как робот работает в Mi-Home. Выбираем нужную модель из списка устройств. Важный момент. Сравните описание перевода в режим подключения на английском и русском. В первом случае написано просто сбросить настройки Wi-Fi 3 секунды, удерживая две кнопки на роботе. Но так вы не сможете подключить его к приложению. В русском варианте написано продолжать держать еще 2 секунды, пока устройство не перейдет в режим подключения к Mi-Home. Distribution Network Mode. Enter Mi-Ja Distribution Network Mode. Только после этого приложение увидит, что в зоне доступности есть робот-пылесос, готовый к сопряжению. Выбираем его. Далее указываем параметры сети, к которой ему подключаться. Она должна быть в диапазоне 2,4 ГГц. Ждем пару минут, пока идет обмен данными, после чего пылесос подключится к сети. После этого переходим к завершающему этапу, в ходе которого нужно выбрать локацию, где находится устройство. При желании можно поменять имя, а в моем случае мастер подключения нашел одну из умных колонок, подключенных к Mi Home, и предложил сообщать о завершении уборки через нее.
Не бесполезной для этого девайса будет опция общего доступа, чтобы дать возможность управлять им другим членам семьи. Робот-пылесос добавился в общий список устройств. В него, что логично, есть свой плагин, причем с довольно обширной функциональностью. На главной странице карта, пока она пустая, робот еще не изучил помещение. Исправим это, запустив первую уборку. Робот приступает к освоению новой территории. Лазерный датчик определяет конфигурацию помещений. При этом любознательное устройство сначала определяет периметр помещения, после этого он начинает уборку разведанных территорий. Траектория его движения отображается на карте. В перечне устройств на его плагине появляется значок паузы, на которую его можно поставить. Шум зависит от выбранного режима мощности, но в целом не громко. Робот не оставит без внимания ни одной щели, в которую сможет протиснуться. По мере уборки карта будет становиться все подробнее. Несомненным плюсом роботов с такой системой навигации является то, что уборка будет оптимальна. Робот ничего не пропустит и не будет елозить 10 раз по одному и тому же месту. После завершения уборки карта раскрасится и автоматически разделится на отдельные комнаты. Самоочистка. Этот процесс гораздо более шумный, но недолгий. Начать сбор пыли. Сбор пыли завершен. На зарядке. Карту можно отредактировать. Например, вместо безликих номерных комнат дать им осмысленные имена. Сами имена те, что вы задали в приложении Home для комнат. Если каких-то не хватает, их нужно создать. Также есть возможность редактировать границы комнат. Просто проводим в нужном месте линию и помещения разделяются. Это нужно для того, чтобы можно было отправить робота на уборку конкретной комнаты, игнорируя остальные. Есть режим уборки заданной территории, пригодится, например, если где-то что-то рассыпали. Это можно сделать, показав точку на карте, либо перенеся пылесос в нужное место и выбрать режим «Уборка на месте». Еще можно выделить зоны на карте вручную. Для мытья полов необходимо залить воду в контейнер. Устанавливаем насадку с тряпкой или салфеткой, робот переходит в режим мытья полов, запускаем уборку. Вход в режим мытья полов. После нее снимаем насадку. Выход из режима мытья полов. Начать подзарядку. Особенно важно, если пылесос стоит на деревянном полу, чтобы не испортить его. Что касается самого мытья, оно заключается в том, что робот равномерно разбрызгивает воду по пути следования, вытирает пол тряпкой. Полноценного мытья это не заменит, но для освежения подойдет. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что если станция с роботом стоит на деревянном полу или ламинате, нельзя оставлять насадку для мытья полов. Пол под ней может вздуться. Давайте разберемся с возможностями плагина. Теперь на его главном окне отображается карта помещения. С ее редактированием мы разобрались. Есть еще кнопка выбора режима. Тут две настройки для сбора пыли и мытья полов. Вторая настройка становится активной только после установки насадки для мытья. Меню настроек довольно обширное, занимает целых 3 экрана. Давайте пройдемся по основным параметрам и настройкам, которые тут есть.
Запланированная уборка – очень нужный раздел. Он позволит вам задать параметры автоматической уборки. В разделе «Повторить» задаем дни недели, когда роботу убирать. Далее задаем время уборки. У меня уже достаточно давно закрепилась традиция уборки в 10:30 утра 3 раза в неделю. Далее задаем режим работы для сбора пыли, и если запланировано мытье полов, в режиме для него. Уборку можно задать по всему помещению или по конкретным комнатам. Кстати, для разных комнат можно выбрать как разное время, так и разные дни недели. Вот пример моей периодической уборки 3 раза в неделю. А можно задать и разовую, без повторов в выбранных комнатах, как вам нужно в данный момент. Меню голосового управления и громкости позволяет выбрать язык уведомлений и их громкость. Русский язык поддерживается. Управление очисткой пыли, тут задаем режим работы станции самоочистки. Пыль можно собирать как после каждой уборки, так и раз в 2-3 уборки. Есть журнал уборок, где указано время, затраченное на уборку, и ее площадь. Меню расходников покажет, когда нужно заменить тот или иной аксессуар, а также напомнит о очистке сенсоров. Подробнее обслуживание в инструкции, которая тут тоже присутствует в электронном виде. Если робот-пылесос куда-то запропастился, можно включить звуковое оповещение, чтобы его найти. Стандартные опции. Выбор локации. Из этого же меню берутся названия комнат для редактирования карты. Опция общего доступа к пылесосу для других аккаунтов, обновление прошивки. В дополнительных опциях есть настройки часового пояса, данные сети, а в версии приложения сайта copyba.ru, как у меня, кроме IP-адреса, тут есть и токен устройства, нужный для работы в альтернативных системах. Для быстрого доступа плагин можно вынести в избранное. В автоматизациях пылесос может работать и в разделе «Если», то есть служить триггером для автоматизации. Тут доступны события старт уборки, возврат на базу и пауза. А в разделе действий тогда есть старт сбора пыли, мытья полов, совмещенной уборки. Можно отправить робота на зарядку и остановить возврат на базу. Кроме этого, можно поставить уборку на паузу. Вот пример автоматизации, которая будет отправлять уведомления, когда робот начнет уборку. Саму уборку лучше поставить в расписании. Еще один момент. При первом запуске не страшно, если робот не сможет попасть во все помещения. У меня он обнаружил еще одно помещение уже при повторной уборке. В журнале автоматизации будут храниться данные о их запуске. Перейдем к интеграции в Home Assistant. Я фиксирую на роутере IP-адреса для таких устройств, так как локальные интеграции привязываются к ним и при смене адреса теряют устройство. Сначала я попробовал штатную интеграцию из базового комплекта системы, которая называется Xiaomi Mio. Она требует ввода учетной записи в облако Mi Home для получения актуального списка устройств. Робот-пылесос нашелся в общем списке устройств, однако на дату проведения тестирования в этой интеграции устройство не поддерживается. Далее попробовал кастомную интеграцию из Hacks Xiaomi Miot. Она уже не раз меня выручала, и у меня есть несколько устройств в ней из числа тех, что не поддерживаются штатно. Ищем и выбираем из общего списка устройств, который тоже тянется из облака, героя обзора. В интеграции есть два варианта работы: напрямую локально или получая данные из облака. К сожалению, для этого устройства локальный режим не сработал, но с облачным все в полном порядке. Пылесос добавился в систему корректно, именно как пылесос, а не лампочка или свич. В состав устройства вошло 7 различных сущностей, начиная с главной, собственно, пылесоса. При помощи двух выпадающих меню можно задать режим работы: сбор пыли, мытье или комбинированный. После этого можно отправить команду из длинного списка доступных, например, начать уборку. У пылесоса меняется статус в строке состояния на уборка. Его, как и остальные, можно использовать в автоматизациях системы. Корректно обрабатывается и отображается постановку на паузу, ожидание. Есть команда отправки робота на зарядку. Статус после этого меняется на «возвращается к док-станции». Как видим, список команд большой, включая сервисные, такие как сброс расходников, это нужно делать после их замены, удаление карты и другие. А это свойство сущности вакуум, пылесоса. Тут есть и управление его работой, старт, пауза, возврат, и настройка режима уборки. Есть и целый ряд атрибутов, которые тоже можно использовать для каких-то целей. Первое впечатление от робота самое приятное. Я специально решил сразу сделать обзор, пока еще все свежо. Всем моим ожиданиям робот полностью соответствует, качество уборки и мытья полов радует. Он явно мощнее и эффективнее моего старенького iLife A4, верой и правдой трудящегося у меня почти 5 лет. Мне не хватало карты и зональной уборки, понимания, где робот убирал, а где нет. На станцию самоочистки я изначально и не рассчитывал, это для меня приятный бонус.
По опыту скажу, что бывали случаи, когда контейнер или забывали очищать, или просто во время отпусков, тогда робот ездил забитый под завязку пылью. А тут это исключено. В целом я очень доволен. На этом все. Если видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Чтобы не пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Полезные ссылки, в том числе на мой телеграм-канал, каталог устройств умного дома и другие, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч.